Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто вам желает зла? Как говорят, предупрежден, значит вооружен. Да? Может быть, с кем-то не нужно общаться. Может быть, это из вашего близкого круга общения кто-то вам желает зла. Да? То есть давайте-ка сейчас немножечко заглянем в эти потайные. Как всегда, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Итак, смотрим, какая сейчас у вас проигрывается ситуация. А вы такой, знаете, по жизни, вот вы товарищ рисковый, я бы сказала. У вас бывают ситуации, когда вы, может быть, на кон ставите не все, но бывает, что рискуете. Это касается и женщин, это касается и, может быть, и по работе, разных ситуаций, да, то есть вы можете рисковать. Жизнью, конечно, не будете вы рисковать, но что-то такое вот, может быть, кто-то экстрим из вас любит, экстремальные виды спорта, да, вот есть такие товарищи. Вы довольно такой мечтательный, несмотря на то, что, знаете, вот вы внешне можете быть очень таким серьезным, суровым таким, да, но вы человек с доброй душой. Вот несмотря на вашу оболочку, может, серьезность какая-то, холодность, да, вы настолько вот в душе добродушный, такой добросердечный. Вы в своей жизни много чего повидали. Вы прошли Крым и Рим просто. С женщинами у вас как-то вот по жизни повелось, что не складываются у вас отношения. У кого-то, может быть, даже ситуации повторяются. Вот с одной не сложилось, с другой. Как-то вот женщины все больше попадаются, либо же корыстные, либо вот какие-то скандальные, да, когда просто съест мозг чайной ложечкой, ни за что, ни про что. Просто птички-мозгоклюйки такие. Так. Кстати, у вас могла в жизни проигрываться ситуация, когда вы стояли на краю жизни и смерти. Вот могла какая-то быть еще в вашей жизни опасная ситуация. Так. Так, что у вас еще в жизни проигрывается? Расставание с женщиной, которая сейчас далеко от вас. Женщина, такая вся из себя, которая много вымотала вам нервов. Эта женщина, знаете, она с вас доила, она пыталась доить больше, чем вы могли ей дать. Вот вы как-то, знаете, жили и отдавали, наверное, больше, чем она отдавала, да, вот как-то вы больше вкладывались в отношения, она, может быть, вообще даже не вкладывалась и финансами, и временем. То есть все, что только можно, вы давали, да, а взамен как-то, не особо была отдача. Эту ситуацию вы немножко уже так отпускаете, да, кто-то уже полностью отпустил, уже как-то это, вот ваши переживания отходят на задний план. У вас может быть хобби какое-то, вот именно связано с творчеством, может быть, кто-то рисует хорошо, кто-то мастерит, да, вот, что-то такое, вот у вас есть такие наклонности. Давайте-ка посмотрим теперь ваше окружение, да. Давайте посмотрим, что у вас на работе творится, вот ваши коллеги, может быть. Есть ли среди них доброжелатели или недоброжелатели? У вас на работе, знаете, сплетен выше крыши. Есть люди довольно неискренние. Есть, знаете, может быть, скорее даже женщина, наверное, проигрывается. Женщина, которая может вам часто вставлять палки в колеса. Это где-то по работе вы с ней сталкиваетесь, может быть, да. Могла быть с ней даже перепалка какая-то, конфликт. Но она довольно такая неприятная дама, может быть. Знаете, вот некоторые из вас, я бы сказала, вот не очень-то любят свою работу. Вот как-то вы то ли устали, то ли она надоела, да, вот, или же мало прибыли, вот, может быть, даже последнее время, может, зарплату урезали, что вот как-то работа
вам уже не приносит того удовольствия, которое было раньше. Вот если раньше, может быть, вы с большей охотой как-то шли, да, либо же условия работы были лучше. Но сейчас как-то вот, ну, вам грустно от того, что происходит на работе. Плюс, знаете, вот могут быть, ну, не то что сокращения, но могут быть реальные проблемы по работе, урезание зарплаты еще больше. Может быть, знаете, вот какая-то еще конфликтная ситуация. Но то, что у вас сплетен по работе, очень много. Так, дальше смотрим, что у нас еще по работе проиграется. Так, будет какая-то ситуация, знаете, могут даже либо же задержать зарплату, и это будут какие-то вот либо же махинации по работе, да, но вот есть какой-то человек, который вот что-то мутит у вас с деньгами по работе, что некоторые люди, либо же все, да, вот в какой-то месяц могут остаться без, либо же вообще без зарплаты, либо ее, ну, частично как бы выплатят, либо премию заберут, ну, то есть, знаете, вот хочется сказать, что, ну, на бабах какой-то период, да, люди будут. Плюс, вот начальник, не знаете, вот начальник или начальница, у кого как, да, вот что-то мутит человек. Очень неискренний человек, вот ваш начальник, довольно неискренний, знаете, человек довольно предвзято может относиться к людям, как-то вот разделяет на тех, кто, знаете, вот есть люди, которые стучат друг на друга, которые носят, допустим, там возложения, да, вот начальству, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Вот таких людей любят. И вот как-то вот деление, да, вот кто меня любит, я к тому лучше отношусь. Кто вот этих вот в сумочках не носит разных возложений, значит, к тому я плохо отношусь, да, может быть и придираться, может это начальница или начальник ваш. Ну, то есть какие-то вот у вас, знаете, вот интриги плетутся, вот что ли. Причем, знаете, вот как происходит. Люди делают вид, что все хорошо, но они реально, они стучат, вот, знаете, как будто они вот, ну, друг на друга стучат. Ну, отдельные особи точно есть, которые вот доносят начальству, да. Может быть, кто-то там опоздал на работу, пошел донес, да, или же женщина там пошла донесла. Интриги стопроцентные, вот вообще как-то, знаете, вот зависть какая-то в коллективе, у кого больше денег, завидую, да, ну, к вам особой зависти я такой не вижу, хотя, знаете, вот может проигрываться, когда вы, вернее, когда у вас была семья, вот, знаете, вот вам реально завидовали, вот когда у вас было все хорошо в семье. Могли быть даже вот эти вот проблемы ваши семейные пойти от сглазов каких-то. Это тоже, сглаз это очень большая сила, особенно если это массовый сглаз многих людей, да. Когда вот говорят, как они хорошо живут, какая классная семья, дружная, да, и потом вдруг раз, и все начинает сыпаться, да, люди ссорятся, и пошло-поехало. Это тоже, это очень большая негативная энергетика сглаз. И зависть вот эта вся. Вот. Вам очень сильно завидовали, вот когда у вас еще было хорошо в семье. Так. Дальше. Смотрим теперь, давайте-ка посмотрим ваши, ну, наверное, ваше близкое окружение. Давайте посмотрим. Но это уже не по работе будет, да? Вот друзья, приятели, вот давайте возьмем. Все ли они с вами искренние? Ну, в принципе, я ничего такого плохого не вижу, да? Друзья как друзья, но, в общем-то, за вашей спиной вас, вот если у вас есть несколько друзей, то вас обсуждают выше крыши. Вот если вы делитесь чем-то, вас обсуждают. Знаете, вот как-то вот, ну не то чтобы косточки перемывают, это больше к женщинам относится, но вот обсуждают, ну до мелочей.
Вот даже если вы про личную жизнь, там про постель что-то поделились, они это все мусолят. Но это тоже, я считаю, не очень хорошо, не очень порядочно, да, по сравнению, ну, даже к другу. Зачем за спиной вот белье перемывать, да? Так, в общем-то, здесь тоже. Давайте-ка в общем спросим, есть ли человек, да, вот вообще, который знает вас, в общем, который желает вам зла. Давайте-ка посмотрим. Работу там ваших друзей мы просмотрели. Есть человек, с которым вы могли либо поссориться, либо разругаться очень сильно, да? Это может быть женщина, кстати. Вот человек настолько вас ненавидит, этот человек вот реально желает вам зла. Этот человек, ну, вплоть до того, что желает наихудшего. Я не хочу даже это слово произносить. Этот человек 100% был в вашей жизни. Давайте-ка уточним, кто это и что это, с чем это связано, да? Да, это была женщина, которую вы любили. Четко, вот башня, да, вот сейчас вы с ней не общаетесь. Но вот у вас была любовь, и это все разрушилось. Эта женщина желает вам настолько вот всего наихудшего, да, особенно если у вас был тяжелый развод, разрыв, да, эта женщина, ну, я не могу сказать, что проклятие сыпет, да, хотя у некоторых может и такое быть. Вплоть до того, что вот она ходит, может быть, даже по бабкам и колдует, да, вот чтобы, знаете, вот как бывает, чтобы человека вообще не было, либо же чтобы болезни начались, проблемы в жизни. У нее это не очень получается. Вот она, если и ходит, то ходит не к тем, кому надо, либо же шарлатаны какие-то. Но это 100% человек, с которым у вас была любовь. Я не знаю, это бывшая ваша, может быть, у вас еще с кем-то любовь была. Но это та женщина, с которой у вас была любовь. И сейчас разрушение. Эта женщина как раз и желает вам зла, к сожалению, да? Давайте-ка вот уточним все-таки, что это еще за женщина. Вот мне прям интересно. Теперь я все поняла. Это женщина, которой вы в свое время, да, вот, может быть, когда вы с ней расставались, не знаю, но вы ей не отдали какую-то, может, сумму денег, ну, что-то материальное. Она настолько на вас злая. Она готова, ну, просто, да, вот как вот на этой карте, она готова порвать вас просто от злости, ради денег, да, ради того, что вы не дали этих денег, либо же дали мало. Она настолько вот вас просто ненавидит, вот до глубины души, да. Прям мне жутко, честное слово. Как так можно? Она настолько негативно к вам относится, что она готова просто стереть с лица земли. Вот она, ваша недоброжелательница, сейчас и объявилась. То есть, получается, ну, на работе у вас таких, ну, есть, ну, сплетни там какие-то, да, есть неприятные моменты, да, палки в колеса кто-то вставляет. Вот, друзья, ну да, ну шепчутся за спиной, это тоже вы сами решаете, да, кто, что, может быть, не нужно подробности рассказывать друзьям. А вот именно вот эта женщина, с которой у вас была любовь, вот это полный трэш. Вы видите сами, да, вот же, ну человек, ну готов просто, да, вот 10 мечей вас ставить, да, грубо говоря. Вот это и есть ваша злейшая недоброжелательница, ваш злейший враг. Вот как-то так. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!